Египет, наряду с греческой и римской цивилизациями, вероятно, наиболее известна и вызывала наибольшее восхищение территории, окружающей Средиземное море. Земля фараонов и мумий, египетский народ наслаждается большим разнообразием мифов и легенд великой древности, которые стремятся дать объяснение видению мира некогда могущественной империи на берегах Нила. Вот почему в этой статье мы будем исследовать идиосинкразию указанного города, повсюду небольшая подборка египетских легенд. Миф о творении. Как и в других культурах, у египтян есть своя собственная версия создания Вселенной и мира, в котором мы живем. Фактически, существует три известных версии в зависимости от города, который его породил, и божеств, которым он поклонялся. Одним из них является Иуну, позже известный как Гелиополис, который известен как город, в котором возник культ бога Ра и преобладал в качестве изначального божества. Легенда гласит, что сначала был только огромный и бесконечный океан по имени Нун, который оставался неподвижным и полностью спящим. Не существовало ни неба, ни земли, ни растений, ни животных, ни человека. Только монахиня, в которой содержатся все возможные элементы. Но однажды мир осознал себя и свое положение, дав себе имя Ра. Это будет первый бог, который сначала был один посреди океана. Но мало-помалу он начал творить. Его дыхание обратилось к богу Шу, воздух, а его слюна — к богу влаги Тефнут. Затем он создал остров или землю для отдыха, которую назвал Египтом, и когда он родился из воды, он решил создать Нил, чтобы кормить его. С помощью элементов Великого океана Ра создавал различные живые существа. Шу и Тефнут, в другой точке монахини, у них были сыновья, божество Геб с земли и Нут с небес. У обоих сыновей были отношения, и ревнивый отец Шу решил разлучить их, держа первого под ногами, а второго над головой. От союза обоих богов родятся звезды и остальные божества. Как только его создание было завершено, бог Ра послал один из своих глаз искать своего потомка, но сказал, что глаз будет найден, когда бог вырастет новый. В отчаянии глаз заплакал, наполнив слезами первых людей. Бог Ра, увидев ее боль, положил ее ей на лоб. Солнце было создано. Легенда Синухи. Еще одна из легенд египетского народа содержится в легенде о Синухе, в которой нам рассказывается о страхе осуждения и подозрениях и о желании вернуться домой. Легенда гласит, что фараон Аменемхет был убит заговором своих слуг, его первенца и преемника, который, скорее всего, отсутствовал, поскольку он был в армии, когда произошла его смерть. После смерти фараона на его поиски были отправлены гонцы. Одним из доверенных людей фараона был Синухи, который не знал заговора, положившего конец жизни его господина, пока не услышал, как один из посланников рассказал о причинах смерти одному из сыновей Аменемхата. Испугавшись и полагая, что несмотря на то, что он не имеет к этому никакого отношения, его собирается обвинить в пособничестве, он принял решение бежать и покинуть страну. Синухи покинул страну и отправился в пустыню, где провел дни, теряя силы до обморока. Проснувшись, он обнаружил, что его окружают бедуины, которые ухаживали за ним. Их король, Амунёнши, предложил остаться с ними после объяснения их ситуации. Царь протянул ему руку своей дочери, с которой Синухи вышла замуж и имела детей, а также землю. Он добился большого богатства и славы, также достиг звания генерала и даже участвовал в конфликте с одним из лучших воинов в этой местности, который бросил ему вызов, сумев победить его благодаря его большой хитрости. Однако по мере того, как он становился старше, Синухи тосковал по Египту все больше и больше, часто молясь вернуться и умереть там. Сисострис I, старший сын убитого фараона, теперь правил в стране своего происхождения. После нескольких лет упорной борьбы со своими братьями, чтобы получить и удержать власть, новому фараону сообщили о положении старого приспешника его отца, и он послал его вызвать свое присутствие, показывая, что он может вернуться и что он знает о своей невиновности. Счастлив и после распределения своего имущества среди своих потомков, Синухи вернулся в Египет, чтобы его принял фараон, который сделал его своим советником и дал ему дом, достойный принца, а также могилу среди членов королевской семьи. Синухи провел остаток своей жизни на службе, сумев с большой честью исполнить свое желание умереть в своей родной стране. Потерянная армия Камбиза II. В некоторых египетских легендах говорится об исчезновении вражеских армий, посмевших напасть на земли империи. Один из них,
специально рассказывает нам о потерянной армии Камбиза II, которая действительно существовала и которая также исчезла в реальной жизни. Исчезновение, которое остается загадкой, хотя есть предположения о разных причинах. Легенда гласит, что персидский царь Камбиз II намеревался завоевать Египет. Однако оракул региона Сива предсказал, что если царь попытается завоевать указанную территорию, он будет обречен, что заставило персов принять решение «маршируйте к нему через Белую пустыню», чтобы завоевать и уничтожить оракул и вторгнуться в оазис Сива. Король Камбиз послал для этого в общей сложности 50 тысяч человек. Тем не менее, армия так и не достигла пункта назначения, исчезая на протяжении всего пути через пустыню. Одна версия этой легенды гласит, что джинны пустыни превратили их в странные скальные образования, которые можно увидеть в Белой пустыне, в то время как другие источники указывают, что их исчезновение вызвала великая песчаная буря. Фараон Дьосер и восходящий Нил. Нил всегда был основным источником воды и жизни на территории Египетской империи, обеспечивая большую часть пресной воды для региона. Вот почему любое изменение, вызвавшее недостаток воды, представляло большую опасность, а с другой стороны, разливы реки принимались как благословение. Поэтому существует следующая легенда. Легенда гласит, что народ Египта впал в большой позор и перенес тяжелые страдания из-за того, что в Ниле не хватало воды для орошения полей, что привело к прогрессирующему появлению голода и отчаяния. Фараон Дьосер, глубоко обеспокоенный, посоветовался со своим советником, великим Имхотепом, относительно возможного решения, чтобы решить проблему с водой, и попросил его помочь ему найти решение. Затем советник и маг отправился в храм бога мудрости Тота, исследуя священные книги, а после этого вернулся к фараону. Он указал, что исток реки находился между двумя пещерами на острове Элефантина, в котором также появился свет, породивший живые существа мира. Обе пещеры охранял бог Джнум, который своими ногами держал выход воды Нила, сотворил всех существ и вырастил пшеницу и минералы. Фараон отправился на остров и молился и умолял Бога, не получив ответа, пока он, наконец, не заснул. Во сне ему явился Бог и спросил, почему он страдает. Фараон указал на свой страх за свой народ и недостаток воды и пищи, на что Бог указал, что он был зол из-за отсутствия строительства и ремонта храмов, несмотря на многочисленные дары и материалы, которые он предоставил. Сказав это, бог Джнум решил открыть дверь в воды реки, который спал в виде змеи под сандалиями. Фараон обещал построить ему храм на том же острове. В конце концов, бог выпустил змею, и с ним произошло большое наводнение реки. Проснувшись, фараон смог заметить, что воды реки значительно усилили его причину, в дополнение к тому, что у его ног стоял стол с молитвой богу Джнуму, который позже будет выгравирован в храме, который, как и было обещано, он построит впоследствии. Тайное имя Ра. Одной из характерных черт египетской культуры было большое значение, придаваемое имени, которое, согласно верованиям упомянутых людей, давало большую власть над человеком и позволяло нам понять внутреннее состояние упомянутого существа. Фактически, при рождении человеку давалось до 3 имен, и только одно из них было общедоступным. Одна из легенд направлена именно на то, чтобы говорить о тайном имени одного из главных египетских богов — Ра. Легенда гласит, что однажды, когда старый бог Ра начал терять силу и способности, остальные боги начали стремиться к его власти. У бога было несколько имен, но было одно, которое никому не было известно, и от которого он черпал большую часть своей силы. Богиня Исида хотела знать это имя, потому что она хотела трон и дары Ра для своего будущего сына Гора. В своей мудрости богиня вынашивала план, чтобы узнать это имя, тайное и истинное имя божества. Он начал собирать слюнные выделения Ра, и, смешав их с землей, богиня дала начало первой из кобр, чтобы позже пустить ее по пути своего отца. Кобра укусила и отравила Ра, после чего Исида предложила вылечить его. В обмен на то, что она сказала ему, каково ее настоящее и тайное имя, скрытое даже от самих богов. Бог принял при условии, что Исида поклянется не раскрывать это никому, кроме Хоруса, на что он согласился и после чего вызвал яд из бога. Ра поделился своим настоящим именем с ней и ее сыном, что дало им великую власть и будущий трон Египта. 7 Хатхоров. Он получил имя Хатор, одно из самых известных божеств египетского пантеона, которое считается божеством любви и радости, а также музыки и танца. И одна из египетских легенд, которую мы собираемся обсудить, связана с его 7 дочерьми,
которые угадывают и предупреждают о судьбе новорожденных и которые играют главную роль в истории, в которой мы можем наблюдать веру египтян в силу предустановка судьбы, которую нельзя изменить, несмотря на собственные действия. Чтобы избежать указанного финала, фараон построил уединенный дворец, чтобы поддерживать сына на протяжении всего его роста, то, что когда малыш рос, он видел что-то похожее на тюрьму. Принц попросил своего отца удовлетворить его желание завести собаку, которой, несмотря на определенное сопротивление, он в конечном итоге уступил, полагая, что он не может представлять большой опасности. Но хотя собака и принц полюбили друг друга и поддерживали близкие эмоциональные отношения, юноше нужно было выйти в мир, и в итоге он сбежал из дворца вместе с животным. Они отправились в неизвестный город, где князь познакомился с княгиней Нахариной. Эта принцесса также была заперта ее собственным отцом, который выпускал ее, только если кому-то удавалось прыгнуть на нее. Принцу это удалось, и в конце концов ему удалось жениться на указанной принцессе и рассказать ей предсказания богинь. После этого принцесса посвятила себя заботе и защите принца его судьбы. Однажды ему удалось убить змею, которая намеревалась убить его, после чего ее дали собаке в пищу. Но вскоре собака начала меняться и становиться агрессивной, нападая на своего хозяина. Молодой человек прыгнул в воду реки, чтобы спастись. Я был в этом, когда среди вод появился большой крокодил. Но, к счастью для принца, он был стар и измучен, и согласился не сожрать его, если он поможет ему преодолеть воды. После этого молодой человек вышел на поверхность. На него снова напала собака, и ему пришлось убить его, чтобы защитить себя. Принц, увидев мертвую собаку и заселив змею и крокодила, подумал, что он в безопасности. Однако, когда он праздновал, змея вышла из легенды происхождения египетского календаря. У египетской цивилизации уже был календарь, который в общей сложности состоял из 365 дней, что является главным героем еще одного из великих египетских мифов и легенд, с которыми мы имеем дело в этой статье. Легенда гласит, что сначала годы состояли всего из 360 дней. На стадии творения, когда правил Ра, его внучка Нут должна была иметь отношение с Гёбом, то, что, согласно пророчеству, приведет к тому, что сын отнимет у него власть. Молодая женщина уже была беременна, поэтому, чтобы избежать этого, Ра наложил проклятие Нут таким образом, чтобы она не могла иметь детей в любой день в году. Божество было в отчаянии, но на помощь ему пришел бог тот, который придумал для него способ сделать это. Тот отправился к богу Луны Джонсу, с которым он начал играть в пари на время и лунный свет. Тот выигрывал несколько раз, так что на протяжении всей игры ему удавалось выделить достаточно времени, чтобы создать 5 дней. Эти дни, которые не были частью года, могли быть использованы Нут для рождения детей. И так богиня смогла родить Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду, из которых Осирис достиг бы положения своего отца.